То есть эго — это, как я уже говорил, это личность. Каждый из вас и каждый — это личность. И эта личность может существовать и существует именно как эго, как центрированное энергоинформационное самоопределение. Вы не можете существовать в принципе, не определяя себя как нечто отдельное и индивидуальное. Так вот, нечто отдельное и индивидуальное, что вы есть здесь и сейчас, каждое и каждый, повторюсь, отдельное и индивидуальное, это и есть формы выражения эго. И если вы начинаете бороться со своей индивидуальностью и со своей отдельностью, то вы начинаете бороться с теми, кто вы есть. Для начала необходимо просто принять тот факт, что вы есть отдельные, индивидуальные и уникальные существа, каждый и каждый. И таким образом вы и определяетесь в пространстве и времени как некая самостоятельная структура, саморазвивающаяся. А это и есть эго. И эго — это не знак минус. И это не цель, с которой необходимо бороться. Это не понятие, с которым необходимо бороться. Это то, что вам было навязано определенными структурами, как элемент внутренней борьбы и непринятия себя. То есть, находясь в этом постоянном противостоянии к самой себе, вы себя истощаете. Вы как бы все время боретесь с собой. И вы себя не только истощаете, но вы и разрушаете себя таким образом. Правда, это саморазрушение не является катастрофическим, но тем не менее это забирает у вас довольно-таки большую часть энергии, внутренней психоэнергии, если угодно, и таким образом делает вас более уязвимыми к дальнейшему воздействию тех структур, которые и навязали вам изначально идею о том, что эго — это помеха, и это то, с чем необходимо бороться. Да. С этого и начинается наше духовное развитие. С того, что мы должны подавлять в себе эго, бороться. Ну, если не бороться, то договариваться. Ну, как-то так вот все это было представлено.